Егор ехал по загруженной трассе на своем темно-коричневом джипе и слушал приглушенную музыку. Ему не нравится, когда в машине громкая музыка отвлекает. Едет один, в деревню, на похороны дяди, брата отца. Отца тоже нет в живых, похоронил Егор его 3 года назад. Крепкий был еще он, но сердечный приступ не успели довести до больницы. Вот и старший брат отца ненадолго его пережил. Жена поехать не смогла. У нее в школе завал. Новый год скоро. Дети пишут проверочные работы, а еще и к елке подготовиться надо. Да и не настаивал Егор. «Лиза, ни к чему тебе ехать на похороны. Тем более ты сейчас ученикам своим нужна. Да и дочке будет спокойней, когда ты будешь дома. А то придется просить, чтобы у соседки побыла. А ей тоже готовиться надо. Я один поеду в деревню». Егор с Лизой живут почти 25 лет. Он работает на комбинате начальником цеха, а жена преподает в школе русский язык и литературу старшеклассникам. Сын Артем уже окончил институт, женился недавно, живет в другом городе, а младшая дочка Ульяна заканчивает школу, и на днях у нее какой-то полугодовой срез. Он мало что понимал в этом, но видел, как дочка волнуется. Она, как мама, хочет поступать в педагогический институт, но на факультет иностранных языков. Живет Егор со своей семьей в небольшом коттедже на окраине города. Есть у них квартира, но они ее сдают. Как-то повезло ему с женой. У них много общих интересов, полное взаимопонимание. Скандалов почти не бывает. Ну так, по мелочи. Это не считается. Дети воспитанные, проблем родителям не создавали и не создают. Семейная жизнь налажена и течет размеренно. Еще сразу после свадьбы молодые мечтали о своем доме, и мечта их осуществилась 12 лет назад. Приобрели свой двухэтажный дом, который они любят, создали свой уют и всегда спешат к себе домой. Егор еще издалека увидел на обочине пожилого мужчину. Темный силуэт на фоне белого снега сложно было не заметить. Он стоял на развилке у дороги, стоял и смотрел с надеждой, что кто-нибудь остановится. Не смог проехать мимо, съехал на обочину и остановил машину. «Здравствуйте, забирайтесь в машину, сейчас я помогу». Егор выскочил из машины, помог пожилому, даже уже старому человеку, забраться на переднее сиденье и захлопнул дверь. «Вам далеко? Меня зовут Егор, а вас?» «Далековато надо мне. Спасибо, что остановился, сынок, а то уж и замерзать стал, хоть и погода хорошая. А звать меня Иван, то бишь Никитич. Можно просто Никитич. Меня все так кличут в деревне у нас. А решил поехать к дочери, в Липовку. Там она живет с мужем». «Ну, Липовка как раз мне по пути. Буду проезжать ее. Правда, от трассы она километрах в 3, но ничего, довезу вас. А там мне в соседнее село, в Лебяжье. Слышали, наверное?» «Да, сынок, слыхал. Я ведь давно уже живу на этом свете. Мне скоро 80 стукнет. По молодости шоферил. Бывало, колесил я по этим дорогам. Кое-что видел и знаю», — говорил дед. «А что же один-то поехал к дочери, Иван Никитич? В таком возрасте одному опасно». Им предстоял долгий путь, и они разговорились. Оказалось, дед Иван едет к своей дочери Анне, но не знает, как она примет его. Уж очень сварливая она. Муж у нее тоже с непростым характером. Живут в деревне давно, дети выросли. Живут кто где, отдельно, хозяйство у дочери. «Может, чудо перед Новым годом случится и примет меня», — говорил дед. «Хотя в чудеса в моем возрасте я уже не верю». Егор смотрел на деда Ивана, морщинистого и седого, руки загрубевшие. Видно, что много за свою жизнь поработал ими он. Одет неаккуратно, пальто совсем не зимнее, даже не понять, сколько лет ему. А под ним пиджак поношенный, рукава лоснятся. Вид его вызывает у Егора жалость. «Иван Никитич, а что же вы один живете? Бабушка у вас есть?» «Егорушка, да не величай ты меня так, не люблю я. Зови меня просто дед Иван или Никитич. Как тебе больше нравится?»
Жена моя Ирина померла уж как 2 года. Я ей всегда говорил, чтобы не уходила вперед меня, но вот так случилось. Похоронил я ее. Плохо мне без нее, тягостно. Лежала она долго, а я ухаживал, по дому все делал. Она говорила, как и что, а я делал. Научился женским делам, и хорошо получалось. А кроме дочери, есть еще дети? Интересовался Егор. А как же, 2 сына, живут тоже в нашей деревне. Оба женаты, но младший здорово прикладывается к стакану вместе с женой. Никакого толку от них и помощи, только деньги из меня вышибают. А старший не пьет, хозяйственный, много скотины во дворе, но у него жена очень язвительная особа, всегда недовольная. Не забывает о том дне, когда у меня пенсия, приходит и забирает все подчистую. Говорит, чтобы младший не соблазнялся пенсией моей, а потом понемногу выдает на хлеб, ну так, по мелочи. Не нужен я моим детям, а ведь отец я им. Дед Иван помолчал немного, о чем-то думая, и продолжил. Тяжко мне без моей Ирины. Все живой человек в доме, хоть и лежачая была. Мы с ней разговаривали, а сейчас мне не хочется даже себе суп сварить, потому что один. Хорошо, хоть соседи добрые рядом. Всегда приносят мне тарелочку супа, да и так чего, иногда пирожков и молока. Егор удивленно смотрел на него. «А сын-то что, который не пьющий, не помогает, что ли?» Не помогает. У него свое большое хозяйство. Не до меня им. Внуки все в городе. Домишко мой разваливается. Холодно очень. И дрова уже заканчиваются. Хоть и экономил их, а на всю зиму не хватит. Вот поехал к дочери. Может, примет меня к себе. Правда, особо и не надеюсь. Зять там лютый. Но попробую. А вдруг примут? Много чего дед Иван порассказывал Егору, пока увидели на дороге указатель на деревню Липовка. «Сынок, да ты остановись здесь. Я как-нибудь добреду до деревни-то. Я ж привычный. Тут дорога через лес и на пригорке деревня». «Да ладно, довезу до места. Машине не трудно. Я ж не на себе тащу вас». Доехали до дома, на который указал дед Иван. Егор помог выйти из машины деду и увидел, что из калитки вышла женщина, крупная, с ведром в руке. «Здравствуйте», – поздоровался Егор. «Вот, деда привез к вам». «Здорово, коль не шутишь. А на кой он нам нужен?» Дед Иван стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Так это ж ваш отец», – как-то удивленно сказал Егор. «Ну, так что отец? Вижу, что отец. Ты чё приехал, старый? Не сидится тебе у себя в деревне?» Обратилась она к отцу. «Так рушится мой дом, дочка. Вот, может, поживу у тебя?» «А что сыновья-то твои? Иль тоже не нужен им?» «Не нужен, дочка, не нужен. Пенсия моя только им нужна». В это время вышел муж дочери, здоровенный амбал с огромными ручищами. «Ого, Никитич пожаловал. Чё надо, дед? За помощью или так чего?» «Да чего мы тут топчемся у ворот? Пустите или нет меня к себе? Мне отдохнуть немного бы», — проговорил дед. Ему перед Егором было очень неудобно. «Спасибо тебе, Егорушка, что подвез. Спасибо», — кланялся дед, и все трое направились во двор. Егор развернулся и поехал дальше. Ехать недолго, потому что следующее село Лебяжье, куда ему нужно. Настроение у него испортилось. Он до глубины души возмущен, как дочь встретила своего старого отца. Бедный старик, никому из 3 детей не нужен, а ведь он их растил, кормил, воспитал, а теперь вот ненужным стал. Еще не доехав до дома дяди, он издалека увидел небольшую толпу у дома. Хорошо хоть не опоздал, а то неудобно было бы, думал он, выходя из машины. Похоронили дядю на сельском кладбище рядом с его родителями, бабушкой и дедом Егора. Народу было не так много. Односельчане, в основном в возрасте, отзывались хорошо о нем, жалели, что рано ушел, мог бы еще пожить.
Жена дяди, Вера, приняла приветливо Егора. Она и раньше к нему относилась хорошо. Егор часто в детстве летом был здесь на каникулах у бабушки, гулял со своими двоюродными братьями. Вечером после поминок сидели на кухне, встретился с родственниками, поделился новостями. На следующий день Егор собрался домой. Мысли его крутились вокруг деда Ивана. Интересно, как он там? Нормально ли все у него? Заеду-ка я на обратном пути. Хоть и не мое дело. Будь что будет. Но жалко старика. Я бы со своим отцом так не поступил. Совсем нет уважения к старости у его детей. Доехав до указателя на Липовку, свернул на проселочную дорогу и вскоре въехал в деревню. Благо, снега еще много выпасть не успело, и везде можно проехать. Остановился у того дома, где накануне оставил деда. Выйдя из машины, подошел к запертой калитке и посмотрел поверх нее. Дед Иван сидел под окном на скамейке и сосредоточенно смотрел в одну точку, в той же одежде, оперевшись двумя руками на свою палку. Вид его ничего хорошего не предвещал, явно расстроен. Егор не очень громко окликнул его, но тот не слышал. В это время на крыльцо вышла его дочь. «Ну, кого там еще черти носят?» – недовольно спросила она, глядя на Егора. «Здравствуйте. Можно к вам войти во двор?» Решил навестить деда Ивана. Как можно вежливей и миролюбивей обратился он. «А че его навещать-то? Как привез, так можешь и обратно увезти», – ворчала женщина. Дед Иван, увидев Егора, поднялся. «Ой, Егорушка, а я думаю, кто там? Ты обратно, что ли? Похоронил своего дядьку? Хорошо, что ты заехал. Возьми меня обратно. Домой я поеду. Не нужен я тут». Сгорбившись, стоял он и смотрел на него. Егор вопросительно посмотрел на его дочь, а та кивала головой. «Забирай, забирай, не нравится ему тут. Я уж думала, что сами его отвезем. Но у него дом старый, холодный, одному плохо, а вдруг что?» — говорил Егор. «А ничего, там у него сыновья рядом. Вот пусть заботятся, если им надо, пусть смотрят за ним, а у меня своих дел куча. Поехали, Иван Никитич, поехали». Он усадил деда рядом с собой, развернулся и уехал, а дочь даже и не вышла за калитку. Когда доехали до развилки, где вчера он забрал деда, тот попросил остановиться. «Спасибо, сынок. Останавливай своего железного коня. Дай Бог тебе добра и здоровья. Дойду я потихоньку, не переживай». Егор, остановившись, задумался, а потом спросил, обращаясь на «ты», как к родному человеку. «А что, дед Иван, может, поедешь ко мне в гости? У меня жена хорошая, дом большой, места всем хватит. Погостишь, обживешься, а если понравится, можешь насовсем остаться. У меня еще небольшой домик есть во дворе, летом можно и там жить. Поехали, а, дед?» Никитич смотрел со слезами на Егора. «Ну как же так, Егорушка? Как же ты чужого старика привезешь домой? Жена хоть какая хорошая, но не понравится ей». «Ничего, уговорим. Не волнуйся ты, дед, поживешь еще». «Да я не против», — обреченно вздохнув, ответил Никитич. Когда въехали во двор Егор с дедом, из дома вышла Лиза и удивленно смотрела на них. «Егор, привет! А где ты этого старичка-боровичка прихватил?» «Здравствуйте!» — улыбаясь, обратилась она к деду. «А вот на обочине дороги. Лиза, принимай пополнение. Прошу любить и жаловать. Поживет пока у нас дед Иван». Он помог деду выбраться из машины, а тот, кланяясь Лизе, сказал: «Здравствуйте, Лизавета. Простите меня, это все Егорушка. Он меня соблазнил до вас доехать. Мне как-то неловко, чужой человек. А вот поди ж ты, приехал». «Ой, дед Иван, проходите, будем сейчас ужинать». Они ужинали втроем в теплой и красивой гостиной. Дед Иван чувствовал себя не в своей тарелке, но Лиза успокоила его. «Да не переживайте,
Будьте как дома». Потом пришла Ульяна и, увидев чужого деда за столом, удивилась. «Здрасте. А вы кто? Мой дедушка?» «Да, дочка, твой дедушка. Дед Иван». «Вот это я понимаю подарок на Новый год», — улыбнулась Ульяна и обняла деда, а у Никитича слеза покатилась по щеке. И живет дед Иван уже несколько лет в доме Егора и Лизы. В летнее время перебирается в маленький дом, говорит, что там легче дышится. Изменился Иван Никитич. Из дряхлого и неаккуратного старика превратился в симпатичного и ухоженного деда. Егор с Лизой купили ему новые вещи, обувь, прическу поменяли, постригли коротко. Помолодел дед, а он пытается еще и помочь во дворе. Любят вечерами Егор с дедом поговорить на сон грядущий. Много интересного рассказывает Никитич ему о своей жизни. А Егор рад, что дед Иван согласился жить у них. Да что говорить, все рады. Лиза его батей называет. Не было у нее родителей, вот и стал он ей как отец. А дети просто дедом. Но для Никитича это самые приятные и ласковые слова. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.